Почувствуйте себя в пространстве, почувствуйте вообще, как вы сейчас в вашей жизни, в это время года, там, где вы живете, там, где вы сейчас находитесь. Как вам вообще быть на планете Земля? Почувствуйте. Может быть, есть боли, расстройства, напряжение. Может быть, что-то случается в вашей жизни сложное, тяжелое, а может быть, ужасное. А может быть, вам легко, просто, и у вас есть радость. А может быть, очень много перемешанных, смешанных чувств, переживаний по поводу вообще себя, жизни, пути. И посмотрите на себя как на что-то большое, знаете, как на большую-большую картину, которая состоит из много-много пазлов. Вот эти пазлы — разный опыт, разные чувства, разные состояния. И в этой картине есть много цветов, красок. И есть также и смерть, и рождение, и боль, и радость, принятие, непринятие. Это может быть одновременно. Посмотрите вообще не как со стороны просто человека, оценивая вашу жизнь, а попробуйте вообще почувствовать со стороны, как со стороны, как будто вы смотрите со стороны вашего духа, со всем опытом и со всеми связями, людьми, городами, странами, историями стран. Посмотрите себя в этом рисунке этой жизни и в этой событийности, в это время. И также посмотрите, что вы постоянно в движении. Вы в движении, как река, и вокруг вас протекают разные реки. Энергии движутся события разного вкуса, качества, состояния. И в этом большом-большом опыте иногда вы чувствуете себя потерянными, иногда соединенными, иногда радостными, иногда грустными. Посмотрите еще чуть выше, сверху, на себя и все, что вокруг вас происходит. И что-то, может быть, вы хотели прожить в ушедшем году, что-то вы не смогли прожить, что-то у вас получилось, что-то вышло хорошо, а что-то, может быть, не очень хорошо. И посмотрите также на себя, на свое тело и ваши отношения с телом. И также что-то, может быть, радует, что-то не радует. Где-то есть сила, а где-то их нет. Посмотрите со стороны на свое тело, на жизнь и на все состояния, которые вы испытывали ранее.
просто из качества наблюдателя, без оценок, суждений, хорошего, плохого, нужного, ненужного, а как будто, когда вы смотрите в зеркало спокойно, оно просто отражает все, что проявляется в зеркале. Смотрите на все, что было. И даже отпустите свои переживания, свои чувства, свои мысли. Может быть, это подобное ощущение, когда вы смотрите на огонь или на воду. В какой-то момент вы просто созерцаете движение воды, движение огня. Почувствуйте эту энергию у себя внутри, спокойствие по поводу всего того, что вы видите. О вашей жизни, о вас, о вашем опыте, пути. Чувствуйте глубоко эту тишину в вашем существе. О себе, о жизни, о устройстве мира, о всех событиях. Из этого пространства мы еще больше соединяемся со своим духом, сознанием, мудростью, светом нашего духа, божественным измерением, божественным сознанием, присутствием, вибрацией, одновременно проявленной и непроявленной. Что это измерение, оно есть в этом пространстве, но в то же время мы его как будто не ощущаем. Оно есть, его нет одновременно. Из этого пространства мы соединяемся с тем моментом, когда мы пришли на эту землю. С какими-то ожиданиями, желаниями, мечтами. И наша душа хотела что-то прожить, реализовать, может быть, что-то завершить, очистить. Почувствуйте сейчас это состояние, что ваша душа мечтает, что ваш дух мечтает. Еще прожить, что-то, может быть, исцелить, очистить, что-то преобразовать, привнести в это время, в эту жизнь, в эту реальность.
Почувствуйте самое красивое состояние вашего духа и в то же время очень легкого, светлого, еле заметного, что оно настолько легкое, невесомое, оно не имеет прошлого, оно не имеет кармы. Это пространство не имеет ожиданий, надежд и страхов. Оно настолько свободно, настолько чисто звучит в пространстве. Это пространство всегда будет чистым и свободным. И почувствуйте это состояние свободы, легкости, чистоты, не замутненное никакими желаниями, ожиданиями, страхами. Как чистое пространство Бога. И слушайте это звучание внутри вашего сердца, внутри вашей души, может быть, еле заметное, еле ощутимое, что эта энергия настолько легкая, настолько прозрачная, что она, может быть, она даже не считывается вашим телом, вашим состоянием. Такое же легкое, как дыхание, как воздух. И мы его замечаем только когда его не хватает. Когда у нас воздуха всегда достаточно, мы не замечаем это пространство, мы не замечаем этот элемент. Пространство духа еще тоньше, еще легче, еще прозрачнее. Настройтесь с этой вибрацией, с этой частотой, волной. Как дыхание воздухом. И почувствуйте вдохновение вашего духа, что ваш дух хочет вам принести, вдохнуть вас. Какое качество дыхания жизни, какую чистоту, какие новые формы жизни, неповторимые, уникальные в своем узоре, в своем творчестве, в своей красоте. Не в том, что когда-то вы видели у себя или у тех людей, которые вокруг вас. И даже мы не могли этого видеть ни в каких фильмах. Но это пространство настолько откликается в нашем сердце и душе, и в то же время нашему уму, личности кажется, что это нереально. Это пространство нереальное, оно просто как мечта. Попробуйте сейчас открыться этой реальности, чтобы это стало вашей реальностью.
что самые высокие полеты, фантазии вашей души, которые даже не могут увидеть формы, картинки, что-то настолько удивительно тонкое и в то же время приносит необычайное качество красоты, легкости, радости, радости без причин. Что Вселенная, ваш дух хотят привести в вашу жизнь такие новые энергии, новые свойства, состояния, новые событийности. Попробуйте еще сделать шаг вперед, раскрыть ваше сердце, пространство вашей души, отпустить ваш ум, личность, которая может быть очень тяжелая, сложная, которая не подпускает новые возможности, новые образы, новые энергии. Может быть, эта память сохранилась из раннего-раннего детства, когда вы были очень открыты, легки, невесомы. Вы помнили, как впускать эту энергию в себя, в свое сердце, в свою душу, в свое пространство, в свою жизнь. И позвольте вашему телу, сердцу, душе открыться для вашего духа, для энергии высшей красоты, удивительных возможностей, новых качеств любви, мудрости, теплоты и гармонии. Через свое сердце, через свои центры, через тонкие поля энергии. Впустите эту новую энергию. Самых высших вибраций, уникальных, удивительных, наполненных любовью, гармонией, миром, мудростью, красотой, новыми красками, новыми кодами. И позвольте этой энергии заполнить ваше тело, ваше пространство и линии вашей судьбы, жизни, наполнить всеми цветами ваше будущее. Самой лучшей гармоничной событийностью. Осветить ваш кристалл души. И простроить новые связи, событийности.
И послушайте, что ваш дух хочет проживать в это время, на этой планете. Даже это, если это очень отлично от других, и от всех событий, которые происходят у других людей, вы можете увидеть совершенно уникальный рисунок вашей судьбы с другими узорами, красками, цветами и движениями. Если вы готовы проживать этот опыт, скажите внутри у себя: «Да, я открываюсь для этого нового опыта, для энергии духа, божественного сознания, уникального рисунка своей судьбы, наполненного гармонией, любовью, красотой, творчеством, мудростью, терпимостью, чувством ритма, вкуса, баланса». И почувствуйте, что вы позволяете себе идти этой новой дорогой. Сделайте внутри несколько шагов по этому пути. Поддержка Матери Земли, поддержка Отца Небесного, поддержка всех высших сил. Посмотрите, кого вы видите рядом. Может быть, это те люди, души, которых вы знаете. Может быть, кто-то будет новый. Появятся новые друзья, новые партнеры в вашей жизни. Почувствуйте ваш круг, в котором вам гармонично, естественно, легко и свободно, и очень-очень радостно. С кем вы можете быть в таких отношениях взаимоуважения, ценности, поддержки, любви, творчества?
Проведите эту энергию в вашу жизнь, ваше тело, ваше место, где вы сейчас находитесь. Наполните этой энергией свою реальность. И будьте очень, очень бережны к этой энергии, очень внимательны. Как будто кто-то родился, и ему нужна ваша помощь, поддержка. Как будто вы родились в новом качестве, в новом состоянии. Почувствуйте, что вам сейчас нужно было, чтобы сохранить эту энергию, чтобы дать этой энергии вырасти через вас удивительным, красивым садом. Почувствуйте, какие способы контакта с этой энергией, взращивания этой энергии для вас хороши. Мы благодарим всю Вселенную, Божественное измерение, сознание Отца Творца, сознание Великой Матери, свой дух, душу, тело. Мы благодарим, кто нам помогает в этом пути. Также мы благодарим наш род, наших близких, родных и желаем им мира, процветания, любви, гармонии. Мы благодарим всех людей, желаем им ясности, мудрости, пробужденности, исцеления, эволюции. И всем существам, которые живут на этой планете. Пробужденности в духе, божественном измерении, любви, мудрости, сострадания. Мы делаем глубокий вдох, выдох, возвращаемся. Тянитесь. Почувствуйте себя снова в этом времени, в том пространстве, где вы находитесь. Может быть, что-то уже поменялось сейчас. Будьте бережны к этой энергии и слушайте, как ее можно поддерживать, через какие формы, через какие действия помогать своему духу проявляться. Слушайте все время эту настройку, слушайте свой внутренний голос. Как я могу быть на связи со своим духом? Как я могу быть на связи со своей мудростью? И как мне проживать гармонично свою жизнь?
что мне нужно для этого делать, как настраивать себя, как менять событийность. И в ближайшее время у нас будет онлайн-семинар по настройке на год, где мы будем проходить в течение всего года медитации, сонастройка со временем и сканирование себя по элементам. Если вы знакомы с астрологией, то это описывается в астрологии, какие планеты сильные, какие слабые, либо какие соединения неблагоприятные. И в разных традициях, практиках делаются специальные методы медитации практики, чтобы очистить эти вредоносные влияния, которые у нас могут идти из прошлого, увеличить их и, соответственно, создать благоприятное наше будущее. И то есть мы будем проверять по каждому элементу в течение, то есть каждого месяца, и смотреть, что нужно усилить, как нужно гармонично обходить те или иные уровни жизни, то есть по элементам, то есть какие связи и какие аспекты нам нужно очистить, исцелить или трансформировать, либо как бы перенаправить. Поэтому мы будем проходить методы медитации, чтобы благоприятно идти в Новый год, в новый цикл. И через медитацию вы увидите, какие у вас элементы слабые в каждом месяце, что нужно сделать, какие конкретные действия. И, соответственно, то есть мы через медитацию будем смотреть и что-то менять, но также и нужно будет посмотреть, что нам нужно еще будет сделать в каких-то конкретных физических действиях. И поэтому у нас будет такая практика в течение 2 дней. То есть она достаточно объемная по интенсиву, по процессам. Вот, и в то же время то есть у вас также будет понимание более полной картины себя и, соответственно, своей энергии, потому что мы состоим из энергии и из всех элементов. И вот какие элементы, как они сейчас у нас работают в нашей системе, и как они, соответственно, влияют на нашу жизнь и на наши взаимоотношения, и на нашу событийность. Что если вам это интересно, если вам хочется пройти такую практику, метод, добро пожаловать. Выходные, сейчас я посмотрю, 11-10 июня. Это у нас, Галечка, напишешь, то есть не выходные, то есть там, по-моему, кажется, другие числа. По-моему, кажется, 10-11. Вот. И также эти практики хорошо делать и записывать все процессы, которые вы увидите, потому что наше сознание не может держать этот объем, то есть что мы увидим и что нам нужно будет сделать. Поэтому очень важно, чтобы вы это все конспектировали, и потом, соответственно, сверялись и смотрели, как вам важно корректировать вашу жизнь, то есть и ваше движение. Вот. Может быть, какие-то вопросы есть через Галю? Спросите, пожалуйста. 8-9 семинар, я перепутала. Гальчика, может быть, если есть какие-то вопросы, напиши, пожалуйста. Или напишите Галине в чат, что вас интересует. И следующий онлайн-семинар будет в феврале про отношения. То
есть про все виды отношений, которые у нас есть, как внутренние, так и внешние. И с нашими партнерами, с детьми, родителями, и, соответственно, другими людьми, с которыми мы постоянно общаемся и взаимодействуем. То есть у нас есть определенные сценарии, модели поведения, позиции, роли, где мы можем застревать и проживать негативные опыты. Вот, поэтому тот семинар будет посвящен очищению, трансформации, исцелению всех видов отношений. Он будет идти 4 дня. То есть достаточно глубоко, интенсивно и многослойно. Потому что наша жизнь, она, в общем-то, состоит из отношений разного порядка. Как отношений с собой, так и отношениями с близким кругом, дальним кругом, и, соответственно, то есть со всеми остальными. И порой очень часто мы можем застревать в каких-то одних позициях, одних ролях, поведениях и верованиях, вследствие чего, то есть у нас как бы как одно и то же кино проигрывается в нашей жизни, то есть мы не знаем, как из этого выйти, либо как это исцелить, либо как трансформировать. Когда будет основа жизни, пока еще неизвестно. Я пока оставила планирование года на время, когда оно выровняется в пространстве. То есть, допустим, я тоже жду определенного движения планет, когда это будет уже более яснее, более понятнее, потому что есть ход событий, который еще не сложился в пространстве. И в зависимости от этого, то есть я тоже корректирую свои планы. Вот. Поэтому я жду этого времени. То есть я, в принципе, рассчитываю это январь, чтобы можно было в январе посмотреть, то есть как будет идти динамика на Земле, какая динамика, и, соответственно, с этим уже координировать также свои планы и свои передвижения, то есть по миру или по каким-то местам, и, соответственно, в какое время делать онлайн и живые семинары. Как эффективно делать практику записи? Ну, в принципе, разницы нет большой. Разница есть единственная, как мы присутствуем. То есть вот наше присутствие, вот это основа основ. То есть если я вхожу в процесс всем своим вниманием, не отвлекаюсь и свое состояние направляю действительно в этот процесс, в этот опыт, и вот это и создает глубину проживания, глубину процесса. А если я даже, допустим, физически могу находиться, но отвлекаюсь, то есть моя голова в мыслях, каких-то перепросмотров прошлого, будущего, то есть я не в моменте, я не включена в этот процесс, соответственно, неважно, где я нахожусь, физически близко или далеко, то есть процесс практики не будет ни глубоким, ни полноценным, ни качественным. Поэтому здесь вопрос не то, где и как мы это делаем, то есть насколько физически близко или нет, либо в записи, а на то, как мы присутствуем. И поэтому вообще в пространстве времени, то есть если мы проходим на более высокий план, то есть мы переходим за пространство-время. То есть когда все есть в этой реальности. То есть весь опыт и любые переживания, любые состояния. Вот когда мы проходим через присутствие, соединенность со своей душой и духом, то мы максимально настраиваемся на все передачи, то есть которые есть в пространстве, которые записаны в реальности. И также это, соответственно, развитие других способностей наших высших качеств и
видение, слышание, чувствование за пределы тела, за пределы личности, за пределы ума. Вот. И чем больше мы проходим это пространство, тем больше, соответственно, мы получаем этот навык, опыт и умение получать знания, мудрость, передачи независимо от времени, независимо от пространства. То есть, это как раз обучение, когда вы обучаетесь, развиваете свои высшие способности с уровня своего духа. Тогда это все возможно, и тогда это нет ограничений, где вы находитесь и в какое время вы это делаете. Какой семинар в марте на Бали? Я планирую сделать египетский танец, египетскую йогу, то есть в марте. Но также я еще планирую поехать в Австралию. То есть это может быть еще конец февраля, то есть может быть начало марта. То есть пока это все в пространстве, как это, еще не предопределено. Вот. Галечка, еще есть какие-то вопросы? Да, молчание. Мы проходим в это время следующий цикл года. Он будет достаточно непростым. Продолжение 22-го, 21-го. Вот, поэтому нам очень важно учиться быть в балансе, быть в соединенности со своим духом, быть в соединенности со своей ясностью, силой, потому что может быть очень много событийностей, динамик в разных местах, в разных странах, достаточно непростые. Вот, и нам очень важно учиться слушать себя и не впадать, знаете, как в общую событийность, не вовлекаться во все те процессы, которые могут разворачиваться в разных точках нашей Земли. И, знаете, как заводить в это пространство и слушать действительно свой путь духа, свое состояние и в какой-то степени, знаете, как иногда быть как отшельником, потому что если вы не знаете, как быть отшельником от мира, как быть в своей тишине и выбирать свое движение, то тогда вам будет очень-очень сложно проходить опыт жизни, преодолевать какие-то сложности и проживать те событийности, которые будут также продолжаться в следующем году. Поэтому наращивание способностей, навыков, качеств, как монах в своей келье, либо монахиня, которая слушает себя и голос Бога. Вот. Вот это очень важно развивать все сильнее и сильнее. И следовать согласно своему духу, своему зову и своему движению пути. Вот, поэтому то есть нужно распознавать, что такое есть ваш истинный голос, а что есть такое просто личность, ум и те верования, те идеи, которые, то есть вы привыкли жить, вы привыкли воспринимать как за ваши личностные, то есть это может быть просто образование, которое вы получили от ваших родных, от того общества, в котором вы живете, то есть и не более того. А это еще может совершенно далеко не относиться к вашей реальности, к вашей судьбе и тем более вашему духу. Поэтому качество навыков, которые
нарабатывается в пространстве практики, слышание себя, слушание, следование себе и своему духу сейчас будет очень-очень актуально для всех. И то есть либо вы как бы будете проходить в общем коллективном одни и те же истории повторения тех сценариев, которые были много-много раз на Земле, то есть либо вы будете выходить из этих сценариев и двигаться уже дальше по вашей эволюции, и, соответственно, проживать совершенно другие качества, состояния в это время. То есть это может быть такой большой-большой контраст вас, вашей жизни, того, если вы выбираете состояние своего духа, и, соответственно, тех, кто живут вот те сценарии, ту событийность как бы общего количества людей. Поэтому это может быть непросто, потому что то есть нужно также входить в свою силу, самостоятельность, зрелость и доверие к своему духу. Потому что в большей степени люди не доверяют духу. Люди доверяют кому угодно, но не духу. И здесь вот это и есть как раз глубокая трансформация, глубокий рост. То есть готовы ли вы расти в себе, готовы ли вы выйти на другое качество зрелости, ответственности за себя, за свою жизнь, за то, что вы выбираете. Потому что также это будет зависеть, что вы выбираете, какую событийность проживать. Вы можете видеть одновременно, кто-то рядом с вами будет проживать все старые истории, старые сценарии, то есть сложные, тяжелые, трагичные. Вы можете проживать другую историю, потому что вы делаете другой выбор. И это тоже право быть идти своим путем, быть те, кто вы есть по-настоящему, не повторять одно и то же из жизни в жизни, в жизни в жизни. Так, где можно найти информацию про египетскую йогу и танец? Мы поставим на сайте, то есть у нас есть описание, у меня есть описание на сайте mayamandal.com, и я думаю, может быть, я еще что-то сделаю, еще встречу, рассказ про египетский танец, египетскую йогу. Но также есть видео, записанные движений танца, то есть маленькие части движений, потому что их там очень-очень много, так же, как и в мандале. То есть в большей степени это настройка с нашим высшим духом, со светом духа, со светом сознания, мудрости, ясности и вот движение вверх по эволюции. То есть семинар будет в живом формате, его невозможно делать онлайн, то есть, потому что, то есть, во-первых, нам это все через движение, если нужно будет корректировать движение, положение, позиции, потому что от того, как происходит положение позиции, то есть влияет, будет ли двигаться энергия в теле, либо не будет, либо то есть ничего не случится. Вот поэтому это будет обучающий семинар, и важны все тонкости, нюансы, детали. То есть вот прям кропотливый такой процесс обучения. То есть не в том, что мы где-то что-то посмотрели, сделали и повторили, но мы не знаем, правильно это, неправильно. И если, допустим, вы неправильно делаете, то вам будет казаться, что, ну да, все хорошо, а в реальности, то есть те энергии, которые должны двигаться по каналам, по чакровой системе, то есть они не будут так двигаться, они не будут проходить как бы в той структуре световой, которую мы будем создавать через движение, через танец. И, соответственно, выстраивать как бы свои связи, свои ДНК, свои коды, высшие коды. То есть это в какой-то степени похоже на кристалл. То есть если, допустим, то есть мандала как кристаллический круглый шар, то
египетский танец, йога, то есть он как кристалл, который вот, отшлифован гранями. Первая ступень будет проводить Майя. Первую ступень мандалы, нет, первую ступень проводит Вероника. То есть я спрашивала, если будет достаточное количество людей на Бали, но пока, то есть очень, очень мало, поэтому я не буду проводить на Бали. И мы, в принципе, планировали проводить первую ступень и вторую ступень одновременно в Турции. То есть сейчас мы пока ищем соответствующее подходящее место, зал, чтобы там можно было провести эти два семинара подряд. И в этом году будет уже передача мандалы, когда я буду объединять вторую и третью ступень. То есть я буду одновременно передавать и второй уровень, те, кто прошел только первый уровень. И здесь же, соответственно, то есть будут те, кто проходили второй уровень, третий уровень, получать третий уровень. Потому что как бы разного уровня будут задачи, и практика будет в одном пространстве. Какие-то еще, Галя, вопросы есть? Пока нет, пишет. Но я думаю, что у вас много вопросов. То есть они пока сейчас в формат вашего сознания не приходят. Мне почему-то сейчас хочется рассказать немножко о времени. Это вообще не в контексте этой встречи. Но у нас время, оно протекает в как бы трех линиях: прошлого, настоящего и будущего. И даже, допустим, если мы развиваем способности, чтобы видеть и даже проходить прошлое, то есть мы можем увидеть одну из линий. Допустим, если вы пытаетесь вспомнить вашу жизнь, которая была эта жизнь, и были различные события, то вы можете видеть как бы одну из линий, какие-то этапы, какие-то вспышки вашего прошлого. Но все, допустим, увидеть очень сложно. И точно так же, то есть у нас есть событийность будущего, ну, как минимум 3 линий. И то есть из этих 3 линий, в зависимости, из какого уровня мы смотрим, также, допустим, если мы смотрим из базового состояния, то есть относительно нашего тела, относительно потребностей там, человеческих нужд, допустим, если я нахожусь относительно своего тела, то из прошлого я могу увидеть, допустим, что я ела, как я спала, чем я занималась через тело. Но если, допустим, я выхожу дальше, пример творчества, то, что хочет творить моя душа, тогда я могу увидеть из прошлого. То есть когда я танцевала, когда я пела, когда я рисовала. А если, допустим, я выхожу еще выше пространства духа, то внешний формат, ну, то есть можно увидеть, допустим, там я сидела в медитации, либо я какую-то делала практику медитативную. Внешне, может быть, ничего не происходить. Я сижу, как вы сейчас сидели. Так? Внешне ничего не происходит. Ну, то есть вы сидите в тихом состоянии. Но во внутреннем состоянии вы можете переживать большой-большой опыт.
и при этом неограниченным. Вот, когда мы смотрим из пространства более высокого порядка на прошлое, мы не увидим тот формат, который как бы проявлен через тело. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, когда мы соединяемся с прошлым из высокого уровня, то есть мы можем как бы почувствовать какие-то совершенно другие миры, измерения, но они не будут фиксированы через материю. Либо, когда вы влюблялись, и у вас был полет души, допустим, внешнее действие, там, вы увидели этого человека, все, вы стоите, вы увидели глаза, но внутри там ваша душа просто поет, взрывается всеми красками и чувствами. То есть и из физического состояния, то есть мы можем увидеть одну как бы, картинку прошлого, но из пространства души, то есть мы можем увидеть совершенно другой масштаб. А если еще мы движемся еще выше, то есть тогда мы видим вообще миры, но которые как бы сложно зафиксировать в материальном формате. И точно так же, если мы смотрим на будущее, если мы смотрим из позиции тела, то есть мы можем увидеть, что нам делать. Там, и что, допустим, нам, какие продукты купить, изготовить. То есть мы примерно планируем, то есть мы думаем, где купить эти продукты, в каком магазине. Что-то мы можем купить в супермаркете, что-то мы можем купить на рынке, что-то мы можем купить в совершенно другом магазине относительно еды. То есть и мы можем увидеть эту событийность, которая связана с нашим телом, связана с конкретными определенными действиями. Но когда мы соединяемся с состоянием души, то внешний формат, он может быть минимальный. Когда вы посмотрели в глаза другому человеку, увидели океан или там гамму чувств, гамму переживаний, то это уже не фиксировано внешним форматом. А если мы проходим в пространство нашего духа, то это еще запредельное состояние. То есть и там движения, которые во внешнем плане или какие-то события, то есть они могут быть, ну, как бы не видны во внешнем плане. Вы просто сидите. Но во внутреннем процессе души вашего духа происходит что-то необычайно огромное и масштабное. Вот, поэтому попробуйте над этим задуматься. Подумать о времени, подумать о том, как вы смотрите, из какого уровня вы смотрите как в прошлое, так и в будущее. Если вы смотрите из позиции тела, либо из позиции личности, то вы можете как бы увидеть только какие-то конкретные, там, допустим, действия. Что вам сделать, там, пойти на то место, где вы трудитесь, либо, допустим, встреча с друзьями, либо с родными. То есть это внешний формат. Но вы никогда не смотрите во внутренний формат, то есть пространство вашей души и тем более вашего духа. Начните об этом задумываться и давать себе эту возможность проходить на эти уровни, чтобы видеть не только внешние какие-то действия и формы, а чтобы увидеть там, где ваша душа может проживать многомерный опыт. И о многомерном опыте, допустим, с каким-то человеком, то есть вы даже сидите рядом, может быть, говорите минимум, но ваша душа проживает огромный опыт переживаний, красок и состояний. А с каким-то человеком вы проживаете вот чуть-чуть. Помедитируйте на эту тему и посмотрите,
Если вы начнете смотреть со стороны души и давать вашей душе как бы не внешние действия, а с кем вы можете проживать вот эту многомерность, где и как. И это еще раз не обязательно от каких-то супердействий. Пусть это станет, знаете, как тем пространством, темой, которую вы не только будете задумываться, а которая вы начнете давать место и время для того, чтобы нечто невидимое происходило, случалось у вас. Еще раз, на внешнем плане это может вообще ничего не значить. Но на внутреннем пространстве вашей души здесь будут раскрываться просто миры. Вот, поэтому, когда вы смотрите будущее, смотрите его из разных уровней. И если мы, допустим, смотрим из простого человеческого состояния, из личности, там о нашем пути, мы можем вообще ничего не увидеть, потому что его нет в пространстве материи. Потому что, ну, то есть, допустим, если мы знаем, что какой-то продукт можно пойти в магазин и купить, то состояние там, любви, красоты, творчества невозможно купить. Но душа знает, то есть в каком пространстве, в каком состоянии мы можем это пережить. То есть даже, допустим, мы идем на концерт, и разная музыка проводит нас в разные реальности, в разные уровни, в разные миры. И с какой-то музыкой мы простые вещи проживаем, с какой-то мы проживаем целый космос. И поэтому, когда вы думаете о будущем, попробуйте посмотреть многомерно. И если вы вспоминаете, может быть, какие-то удивительные опыты вашего детства, очень светлые, очень красивые, то есть, может быть, внешний формат, ничего особенного не происходило. Очень маленькие действия. Но внутри ваша душа проживала такой объем, такой вкус, такую гамму опыта, состояний, игры, радости. Пробуйте сместить свое сознание вот в эти уровни в этом году. Ну что, дорогие, я рада всех видеть, чувствовать, слышать, даже если у нас тишина, я слышу ваше звучание. И я желаю вам действительно, чтобы вы проходили совершенно другие уровни своего бытия, где вы чувствуете вот ту многомерность, масштабность, с которой пришла также ваша душа, которую когда-то вы проживали, и сейчас вы можете вспоминать очень редко. И пусть это больше не будет редкостью, пусть это будет становиться частью вашей жизни, частью вашего опыта, где малые действия приводят к многомерности переживаний, состояний чувств и вот состояние бесконечных красок жизни Вселенной. И я желаю вам всем мира, радости, любви, внутренней тишины и внешней радости, внутренней радости. Благо вашим родным, близким и благо, где вы живете. Всех
самых лучших свершений и до следующих встреч.